Сегодня у нас 25 мая, воскресенье. И я решил немного нестандартный ролик записать. Для вас сегодня мы поговорим о моих ошибках, скажем так, в трейдинге. И я вам дам такую более-менее рабочую, на мой взгляд, стратегию. Давайте начнем. Кто давно, наверное, меня смотрит, знают уже, что я торговал без стоп-лоссов, да? Я там усреднялся и так далее. Ну, то есть в расчетах своих я брал примерно что биткоин может условно идти в одну сторону без коррекции примерно там 21 тысячу, 21 500. Да, я там на каких-то исторических данных посмотрел и так далее, что вот он может как бы падать такое-то количество пунктов. Я построил стратегию, значит, взял расчет этот, да, какое количество и где мне нужно усредняться, как бы, чтобы выдержать это падение. На основании этого я как бы высчитал там размер позиции и так далее. То есть я их не закрывал, а, ну, условно, доливал маржу в первую позицию, потом, когда открывал вторую, там тоже чуть-чуть надо было доливать там. Ну, в третью уже доливать не надо было. Да? Что получилось? Это все как бы прекрасно работает, когда у тебя там более-менее нормальный рынок. То есть, когда нет вот таких вещей. Ну, здесь, кто не знает, я как бы выходил на 96, то есть я вот не всю эту соплю как бы просидел. То есть я здесь закрыл, да, с убытком и как бы ушел на опционы. Если мы возьмем историю, да, допустим, посмотрим, где еще у нас там были такие вот ситуации. Ну, это я считаю, как бы, ну, для рынка ненормальные. Вот сейчас я жду, когда же мы там все-таки развернемся, да, как бы, ну, вот что это? Это кто-то покупает. Очень интересно. И, видимо, на ликвидациях шортистов мы как бы едем. Ну, наверное, я не знаю, институционалы, может, покупают и так далее. Ну, вот я жду, когда все-таки начнется коррекция, да, куда она будет. И как бы, ну, я, конечно, уже эту стратегию отбросил, как бы я к ней не буду возвращаться. Но мне как бы интересно так посмотреть, сколько еще они протянут. Ну, если мы вернемся к истории, да, где у нас еще такие были ситуации. Вот это вот падение, как бы нет. Здесь я тоже попал, но на эфире попал, там как бы все знают, там была такая сопля, которую как бы, ну, нельзя было ожидать и угадать, и потом я как бы с эфиром завязал. После этого как бы я потерял там деньги. Здесь структура падения. Структура падения, как вы видите, она более-менее нормальная. Да, если взять в расчет, что, ну, 110 там будем считать, 75. Ну, здесь побольше получается, но как бы я брал единичное падение. Ну, то есть вот из этой структуры как бы вылезти можно было несколько раз. Да? Даже вот здесь вот ты попал, допустим, здесь усреднился, как бы вышел отсюда. Да? Вот из этого как бы тоже можно было выйти спокойно. Вот здесь вот как бы нет вопросов никаких. Вот здесь вот как бы тоже можно было. То есть вот это не страшная штука. Да? Отсюда можно выскочить как бы легко и 10 раз. Да, я, наверное, брал расчет что-то вот 98-75. Ну, не только одну эту, я там еще там на истории смотрел. Ну, сейчас вот я как бы вчера что-то начал листать, и здесь у нас как бы были такие ситуации. Ну, вот это вот я не беру в расчет, потому что я сюда как бы, ну, уже все равно опыт какой-то есть, и я бы сюда не залазил, потому что здесь выборы были и так далее. Было понятно, что может как бы запампиться и очень высоко. То есть я такие вот истории не беру в расчет. Здесь вот у нас все нормально, можно торговать, да? То мы видим, здесь вот тоже ситуация как бы сложная. Допустим, вы здесь взяли шорты, и вот отсюда выскочить тоже было бы тяжело. Да, ну, условно, давайте вот отсюда, ну, навряд ли я бы там брал здесь. Ну, вот самая такая не очень ситуация. Допустим, здесь вот стали, да, 42, 72.
Это у нас на 30, это минус 15, если отсюда. Ну, или 42 плюс 15, это там 57. Да, на 57. Ну, опускались мы, да, можно было там, наверное, как-то вылезти. Но здесь довольно большой промежуток времени был, да. Это у нас что, февраль? Это февраль, а это у нас падение было в августе. Как бы долго сидеть, как бы тоже не очень удобно, не очень прикольно. А здесь, ну, не хватило бы вылезти. Только если бы здесь двойную позицию брал, но я такие стратегии как бы не использую. Да, идем дальше. Идем дальше. Вот этот промежуток. Ну, навряд ли бы я здесь на дне как бы шортил. Ну, где-то вот здесь вот, наверное, да. Я вот, может быть, начал в надежде на условный ретест этой области. Возможно. Ну, 37, если вот этот промежуток взять, я бы здесь как бы выскочил, да. А вот здесь уже тяжело, как бы вот еще один раз был бы залет, скажем так. Здесь 23 год, здесь как бы, ну, ничего страшного, это все можно было отторговывать. Ну, вот здесь вот еще ситуация, да, была 20, 28. Ну, здесь бы вот, наверное, можно было бы встрять, если бы там шортануть вот здесь. Если где-то здесь шортануть, то как бы нет. Ну и все. То есть таких ситуаций как бы не сильно много, но они бывают. И как бы привет родителям, да? Ну даже здесь, да, вот все-таки падение, оно как-то более-менее, ну вот здесь вот вы даже встали, да. Понятно, что здесь как бы я лонги никогда не беру на пиках на каких-то. Или там возле ATH. Как бы я никогда так не делаю, потому что нафиг надо. Может, конечно, оно пойти вверх, но это чревато. Здесь, да, все равно до сюда прокатили на 43, все равно какие-то откаты. То есть то, что сейчас происходит, и я даже не знаю, ну, на каких-то новостях такое было. Ну, не везде, ну вот без откатов, да. Что-то там случилось, 21 год, я не помню, 21 ковид, это был или не 21. Ну, вот здесь, да, тоже было тяжело. Ну, ладно. Не будем там дальше углубляться, потому что там совсем уже рынок был другой, там было меньше ликвидности, и участников там и так далее. Что сейчас? Сейчас вот так вот, если они как бы еще дальше будут тянуть, то это, конечно, будет интересно. Ну ладно, ушел я, в общем, на опционы, но опционами как бы одними торговать скучно. Ну, потому что ты сидишь, позиции набрал, как бы, и сидишь, ничего не делаешь. Да, чтобы их продавать, строить конструкции, там нужно большое маржинальное обеспечение. А если просто их покупать и ждать, ну, как бы покупаешь и ждешь, как бы все там нормально. Ну, по крайней мере, ну, я недолго торгую, получается, где-то месяц. Да, плюс там есть, плюс нормальный. Можно как бы продолжать этим заниматься, но я придумал еще одну схему, как это все совместить. Ну, то есть, понимаете, опционы ты сидишь, и деньги ты получишь, когда либо они закроются, либо как бы, ну, будет большое движение цены. То есть, вот в таких вот проторговках ты как бы ничего не зарабатываешь практически. Потому что здесь ловить как бы нечего на движениях цены, если ты как бы покупаешь опционы либо вверх, либо вниз. Если в бок, это уже как бы надо строить там какие-то конструкции и маржинальное обеспечение там сразу как бы, ну, условно, чтобы заработать там $100, вы, да, можете их как бы заработать практически без риска, но вам при этом надо на 1000 как бы маржи заморозить. Ну, если вы хотите $1000 заработать, соответственно, вам надо 10 заморозить. Ну, примерно соотношение плюс-минус такое.
Так, что я придумал? Я придумал, что мы фьючерсные позиции будем хеджировать опционами. Давайте посмотрим сейчас, что это такое, я вам расскажу. И примерные расчеты. Допустим, для простоты я буду брать круглые числа сейчас. В основном вы берете фьючерс в лонг, допустим, вот от 108 тысяч с 10 плечом. У вас ликвидация будет на 118. Приблизительно, я сейчас не буду там вдаваться в детали, приблизительно там 118 будет. Значит, что? Чтобы захеджировать, да, вот у нас есть 1000, у нас изолированная маржа. Нам надо ее захеджировать. Идем в опционы, допустим, берем, плюс там неделя, 5 дней, неделя, как бы они более-менее еще не такие дорогие. Смотрим, если мы взяли лонг, да, что цена пойдет против нас, это будет шорт, и, допустим, ликвидация у нас на 97, минус 10 долларов. 97, значит, нам надо взять путы, чтобы захеджироваться. Смотрим, 97 путы стоят там 100 долларов. Цена предложения 100 долларов. Берем, покупаем 97 пут в размере единицы. Почему единицы? Потому что, когда они выйдут в деньги, допустим, перед экспирацией, это будет у нас условно стоить они в районе 1000. То есть мы покроем как раз этот фьючерс. Если у нас margin call по нему будет, мы как бы закроем опцион там в районе 1000. То есть вот поэтому. Там чуть меньше, больше, но это я на 27-ю экспирацию взял. Там если 26-й будет в районе 1000. Не будем сейчас мы там считать там копейки какие-то. Суть важно. То есть взяли мы опцион. Что происходит? Если, допустим, цена пошла и ставим тейк сразу, допустим, плюс 300 долларов. 300 долларов, 108, это у нас там на 111 оно закроется. Да? Если он закрывается условно по тейку на 111, мы идем, смотрим, сколько наш будет стоить пут. Минус 3000. Да, если мы 97 брали по 100, то у нас получается сотый. Ой, наоборот. Господи. 97, 96, 95, 94. То есть мы его продали за 50 долларов. Это если быстро произошло, как бы должны понимать, что здесь тоже есть риски временного распада. То есть, если это все у нас тейк произойдет там через 5 дней, прямо перед экспирацией, то, конечно, у нас не будет стоить он как бы ничего, этот опцион, потому что он по времени распадется. В этом есть риск. Как бы это лучше, чем терять как бы депозиты или там 1000 долларов и так далее. Вот мы 100 долларов отдали, как бы у нас риски сведены к минимуму. Что дальше происходит? Соответственно, 300 долларов мы заработали, за 100 мы как бы купили опцион. Если нам повезло как бы до тейка дойти быстро, мы опцион как бы скинули за 50 долларов, то есть вот 50 долларов мы как бы потеряли на опционах, 300 заработали на фьюче, то есть 300 минус 50, где-то 250 мы как бы заработали, при этом риски у нас были ликвидированы практически. Берем обратную ситуацию, допустим, цена пошла против нас. Так, что у нас Байбит там чудит? Сейчас, подождите, перезагрузится. Цена пошла против нас. Что мы делаем? Тут у нас может быть два варианта. Мы либо можем поставить отложку по опциону, допустим, на 1000 долларов, да? И нам не нужно будет проходить все расстояние, условно, если это произойдет опять же быстро, до 97. То есть давайте посмотрим, где у нас примерно будет. Он стоит 1000 долларов. Так,
Сейчас. На $1000 он у нас будет стоить, если он условно быстро упадет, там до 104 или до 105. То есть это как один из вариантов, да? Мы забираем $1000 по опциону. Опцион, соответственно, у нас закрывается. Но по фьючу у нас маржин еще не настает в этот момент. То есть, условно, мы упали там до 100. И у нас остается еще шанс, что он условно отскочит. И мы можем как бы закрыть его тоже не в минус 1000, допустим, а в минус 500 и так далее. То есть, и мы на этом можем заработать. Либо вообще его не закрывать, допустим, а сидеть и ждать. То есть, мы уже по нему обеспечение заработали. То есть, у нас это $1000 от опциона, она уже как бы лежит. Понимаете? И даже если он там отскочит фьючерс там на сколько, на $200-300, это у нас хоть и по фьючерсам это будет убыток, но вообще это как бы будет еще дополнительная наша прибыль. Ну не дополнительная, а вообще прибыль. Да? То есть там мы просто как бы перекрыли риски, забрав 1000 по опционам. Либо второй вариант. Мы не ставим отложенный ордер по опционам на 1000. Да, а думаем, что цена, допустим, упадет совсем. Что-то задолбал. Вот Bybit что-то подключается, переключается. И тогда, если это опять же произойдет не перед самой экспирацией, да, где мы там получим на страйке 1000, а допустим чуть-чуть пораньше, там на несколько дней, да, то там мы уже можем получить условно не 1000. А сейчас мы посмотрим, вот центральный страйк у нас сейчас сколько? На 30 мая. Сейчас у нас центральные страйки по путам, да, 2600. Ну, может там временной опять же распад какой-то быть. И мы получаем, как бы, если ставим на цену страйка отложку, возможно, больше 1000. И то есть у нас тоже получается как бы прибыль. Мы и фьючерс перекрыли, и как бы прибыль получили по опционам. То есть опять же рисков никаких. Риск у нас как бы единственный в этом случае, если цена, допустим, никуда не пойдет за это время. Мы где-то там зависнем в каком-то небольшом диапазоне, либо по фьючам будет там какой-то плюс небольшой или минус небольшой. И у нас распадется опцион по времени. И да, там может быть какая-то небольшой убыток. Там $100-200, я не знаю. Ну, я думаю, что если мы берем, допустим, на торговлю неделю, то ну, на $3 уж там биткоин сходит наверняка за неделю. Ну, как бы да. Были там недели вот такие. Ну, это условно нам не повезло. Я думаю, что мы там на следующей неделе как бы это все перекроем с лихвой. Как бы ничего в этом страшного нет, но как бы риски такие существуют. Да, сколько у нас здесь вот ход был? 105. Ну, здесь $5 было. Ну, как бы здесь понятно, что можно не угадать. Мы могли вот здесь вот где-нибудь в середине встать, да, и ни туда, ни сюда. И ни там не закроешься, ни здесь не закроешься. Как бы что попало. Или там вот неделя, да, была. Диапазон там сколько? 93, 95. Ну вот, да, практически с 93 на 95 ты как бы ну, не выпрыгнешь оттуда. Ну, если только ты там угадал, там, допустим, для лонгов ты взял 93, и ты так и думаешь, что она не вырастет, и как бы сразу это закрываешь в конце недели там по 95. Ну, не суть важно, риски есть там такие небольшие. Так, идем дальше. Если мы, допустим, взяли отсюда шорт. Взяли мы шорты. Ну, будем считать от 108. Соответственно, нам надо хеджиться кол опционом. Да, вот здесь вот у нас получается дороже. Немножечко. 108 это на 118 приблизительно нам надо брать кол. Вот здесь вот они дороже уже. $268. Да? Ну, как бы, что поделать.
Бывает, хорошо. Взяли мы. Call. Цена, допустим, пошла на минус. Опять же там 3 бакса. Мы заработали здесь, допустим, $300. Да, кол у нас, соответственно, подешевел. Где мы там? Господи, 274 уже. Ну ладно. На 3 считаем. Раз, два, три. Ну, за 87 мы его продали. Да. Вот это и будет, как бы, ну, по сути, наша прибыль. Если мы берем, допустим, 300 баксов тейк, можно брать больше, там не суть важно. Это я для примера вам сейчас рассказываю. Заработали мы $100, это схлопнули, это как бы по тейку у нас закрылось. Да, меньше, чем там на лонгах из-за стоимости опционов, ну, хеджирования. Но в то же время как бы неплохо. Если пошло против нас, допустим, да, давайте посмотрим, где у нас будет стоить опцион 1000 на 111. Пошел он там не вниз, а вверх. И на 111 условно мы можем наш опцион продать за 1000. Ну, правда, не совсем так. Да, нам надо не 1000, а примерно 1300. 1300 это будет там. Что-то я уже сам запутался. 1300 будет. Ну, короче, вы поняли. Я сейчас уже что-то мысль потерял. Ну, суть, я думаю, что вы уловили. Ну, либо, опять же, мы ждем 118, на 118 у нас может там закрыться там и за 2000, если больше там будет направленное быстрое движение. Ну, либо там ближе к экспири это будет там $1000. Как повезет. И, собственно, так и торгуем. Хорошо. Ну, я думаю, что в принципе, наверное, неплохо, да, мы сокращаем сильно риски вот на таких движениях, когда рынок как бы ведет себя нормально, там с откатами более-менее понятно. Да, где мы можем как бы кататься, мы, конечно, будем терять небольшую долю прибыли, ну, за счет того, что будем постоянно там эти опционы покупать. Но в то же время, как я и сказал, риски сокращаются при этом. Почему нельзя, допустим, покупать, когда уже пошло движение против тебя? Там тоже можно захеджироваться, допустим, взять больше объем, но это будет сильно дороже. Если здесь мы еще там как-то вывозим, да, там за счет прибыли там $3-4 движения, как бы вполне себе может быть по фьючерсам, да, то когда оно уже пошло, ну, допустим, вот у нас там минус $500 уже, соответственно, у тебя опционы дорожают, которыми тебе нужно хеджироваться, и все. И ты уже ничего не сделаешь, да, допустим, представляете, ты купил опцион, цена пошла обратно, это дорогой опцион, как бы начинает обесцениваться. Я считаю, что смысла в этом нет, надо брать как бы сразу со фьючами. Фьючерс покупаешь, сразу берешь опцион. И все, и не паришься. Тебе, во-первых, не нужно будет следить за графиком. Да, ты на крайний случай как бы выставил по фьючерсам как бы тейк. И можешь как бы тейк выставить и по опциону. И все, идти как бы гулять. Пока она не закроется, у тебя как бы, ну, рисков никаких у тебя нет. Практически.
Да, бывают ситуации, допустим, ты пошел гулять, выставил по опциону там, да, стоимость там тоже плюс 1000, а у тебя произошло там какое-то движение, там вышла новость или еще какая-то фигня, у тебя как бы он упал или там вырос, и ты по опциону мог забрать там условно не 1000, если бы ты был перед компьютером, там, а 3000. Но что делать? Как бы здесь как повезет. Ну, либо можно по опционам, кстати, ну, не ставить. Да? Не ставить отложенные ордера, да? На продажу его. Но тогда что может получиться? Как бывало. И не раз. Где у нас тут сопли были? Ну, что-нибудь вот похожее вот на это, да? Пролились. У вас как бы лимитка не стояла. Все это выкупили обратно. И пошли вверх. Ну, а у вас, допустим, по фьючерсу где-нибудь здесь позиция была. И как бы вам по фьючерсу ничего не налилось. И по этому ничего не налилось. И вы как бы профукали момент, скажем так. Ну, либо вот этот день. Да, раз там, сколько, 102, 92 по-любому, да, на 10 баксов. Раз, и выкупили. И вы где-нибудь, допустим, здесь вот в лонги зашли и пут-опцион взяли. Ну и лимитку как бы не поставили. И все. Ну, вы как бы ничего и не потеряли особо, но как бы могли неплохо заработать. Вот здесь вот я думаю, что опцион там не за 1000 бы продали, там, да, за 2,5, за 3. Если бы стояла бы лимитка, допустим, на минус 10. Поэтому лимитки всегда ставьте с запасом, да, если куда-то там отходите от компьютера. Ну, то есть, что я предлагаю, там, допустим, не на 1000 ставить, а вот если вы только взяли опцион в первый день, да, вы ставите там условно, ну, не будем жадничать, там, допустим, на минус 8-9 долларов. Вот на случай как раз вот таких вот историй. То есть поставили, все, ушли. Там на следующий день переставили лимитку. Ну, потому что у вас опционы как бы обесцениваются, соответственно, лимитка ниже должна стоять, как, чтобы забрать там прибыль какую-то. Ну и так далее. Вот, собственно, это я вам хотел рассказать. Рынок. Давайте на всякий случай, что посмотрим, все равно разговариваем. Ой, 3-часовик открыл. 4-часовик. Откроется. Ну, вот эта линия поддержки у нас, да, по которой мы так и летим. Мы ее не пробили никуда. Мы на ней находимся. Все-таки мне бы хотелось, ну, хотя бы сюда. Господи, хотя бы на 100. Скорректировались бы уже. Было бы неплохо. 101. Ну, вот сейчас что-то похожее вот на коррекцию. Какую-то начавшуюся. Да, и посмотрим. Вот у нас самый большой объем наверняка где-то здесь. 103 600. Вот посмотрим реакцию цены, как бы сюда придем мы. Когда? Что мы можем условно сюда пробить. Ретест. И уйти ниже. Куда-нибудь там. Сейчас посмотрим куда. Ну, куда? Вот в эту область. Там 93. 94. Очень бы хотелось. Но пока мы это все не пробили и не закрепились внизу, пока идем куда-то там вверх. Ну, поддержка у нас есть. Здесь пока мы за нее особо и не вышли. Здесь поддержка. Ну, в общем, вот в этой зоне будут выкупать. Потому что покупашки заряжены и готовы действовать. Поэтому вниз.
Ну, если новость какая-то будет, да, то дадим соплю. Я как бы скоро, наверное, на следующей неделе перейду все-таки к тестированию фьючерсы плюс опционы. Ну, чтобы чуть-чуть это все убыстрить, да, и быстрее оборот денег происходил. Не потому, что я там сильно фьючерсами хочу торговать. Не очень хочу. Ну, как бы вот эти движения. Просто если мы берем, допустим, по опционам, ну, и put, и call сразу, да, там условно, то нам все равно, чтобы покрыть расходы, нужно движение цены, ну, не 3 доллара, побольше там, да, чтобы получить прибыль, там 5-6 долларов надо. А здесь, в принципе, у нас как бы эта стратегия работает, там, ну, 3-4 доллара нам вполне достаточно, чтобы получить прибыль, как бы, и окупить эту всю историю нашу. Да, то есть мы чуть-чуть ход цены, как бы, нам нужен поменьше. По опционам там есть еще у меня идеи, но там нужно делать программное обеспечение, как бы цены все узнал. Там, правда, кто влез, кто по дрова, кто просит там в районе 1000 долларов, кто просит там 3,5-4 по-разному. Ну, я еще как бы делать не отдавал, я там еще ТЗ пишу, как бы интерфейс я уже нарисовал. И там будет уже как бы другая история немножко. Будем пробовать. В общем, мыслей, как обычно, много. И всего остального, что нужно попробовать, испытать и так далее, посмотреть, как работает. Ну, будем испытывать, куда деваться. Я уже говорил, наверное, что я сейчас с рынка живу. То есть у меня нет там каких-то там других доходов еще. Если заработал, то как бы деньги есть. Не заработал, денег нет. А это как бы в корне меняет подход к торговле. Ты начинаешь думать, что-то как-то решать. Одно дело, как бы, ну, я же давно трейдингом занимаюсь, как бы, параллельно у меня был бизнес. И когда у тебя есть как бы на что жить и откуда брать деньги, да, то ты как бы, ну, торгуешь. Это больше как какое-то казино. Я, конечно, тоже там старался что-то там выстраивать и так далее. Но это было, ну, как сейчас уже, как понимаешь, все равно какой-то больше напоминает гэмблинг. Лудоманию там и так далее. Сейчас все-таки я стараюсь выстраивать какие-то системы более-менее понятные. И где можно зарабатывать деньги понятным способом. Да. Как говорит Антон, как фамилия-то? По неэффективностям, которые он там зазывает на обучение. Ну и что я еще подсмотрел? Я случайно наткнулся на стримы Андрея ВТР. Не знаю, знаете вы его, нет? Ну, как бы он там разгоняет депозит с 40 тысяч до миллиона. У него там поначалу были 20 плечи. Сейчас он там снизил их там до десятых. Да, ну как бы у него сейчас получается там. Ну, я так понимаю, что у него опыт приличный. Ну, тоже он без стопов, как бы все фигачит. И я у него как бы, ну, в этом в чате спрашиваю. Я говорю, насколько делишь, как бы, частей депозит, чтобы заходить, как бы, и это. И я у него подсмотрел вот эту вот штуку, что как бы надо дожидаться маржина. Хоть он и говорит, что он как бы доливает туда маржу все равно. Да, я видел там какие-то моменты, я не все стримы смотрел, где он, ну, у кого-то, по-моему, то ли занимал, то ли еще что-то, потому что он там говорил, что вот надо там 100 тысяч отдать, там этому переслать, там еще что-то, поэтому я думаю, что он как бы туда докидывал все равно, ну, как бы сейчас вот он разогнал там в районе 600 тысяч, что-то с 40. Я так понимаю, это там несколько месяцев заняло. Но дело не в этом. Как бы, что натолкнуло меня на мысли, то что он ждет маржина. Ну, то есть он открывает позицию, без стопов, без ничего. Ну, как бы, либо она по тейку закрывается, ну, которую он тоже не ставит, там, а в основном вручную. Либо, как бы, по маржину. И все, идет, как бы, дальше. И все. Я же все-таки строил систему, ну, я вам рассказывал в начале видео,
исходя из как бы дистанции вот этого безоткатного роста, откуда я как бы должен буду выпрыгнуть, и соответственно я и в первую позицию доливал маржу, и во вторую и так далее. И все. И здесь как бы я вот с этими опционами как бы и как раз вот это вот натолкнуло меня на мысль, что как бы мы ждем маржин, но при этом у нас как бы это все захеджировано. Будет маржин, хрен как бы с ним, он понятно как бы где будет при изолированной марже, да? И опцион со страйком как бы тоже у него перед экспирацией будет как бы понятная цена. То есть все, мы как бы захеджированы. Либо мы получаем маржин, но по опциону как бы те же деньги, либо мы не получаем маржин, получаем тейк по фьючерсу и опцион как продаем тут же. Либо третий вариант, мы зависаем в каком-то там пространстве ни туда, ни сюда. У нас сгорает опцион по времени, но как бы и убытков у нас по фьючу как бы там тоже они минимальные, но могут быть. Но все равно нам надо как бы делить депозит, да, на несколько частей. Мало того, что, допустим, нам надо как минимум, наверное, оставлять все-таки на две позиции по фьючам, допустим, и какую-то часть денег на опционы. Но при этом как бы мы, если нам вот очень уж хочется, да, быстро разогнать депозит и так далее, мы вот при таком подходе условно, мы можем большую часть, ну условно есть у нас $1000, да, опцион у нас там, допустим, стоит $100, ладно, мы там для примера, допустим, плохой вариант возьмем, $300 мы там оставим, на опционы на $700 мы как бы заходим в фьючи, all-in. Да, рисков у нас как бы, ну, практически никаких, кроме того, что я сказал, что мы можем где-то там в серединке остаться и получить какой-то там убыток небольшой, там 200, допустим, долларов. Но мы можем котлетить при таком варианте. Условно, не делить депозит на 10 частей и там потихоньку что-то там делать. А как бы вот считай, что как бы полностью залил. Ну, в худшем варианте, как бы, ой, ну, в нормальном варианте на две части хотя бы его разбить, чтобы можно было либо еще какие-то позиции открывать, допустим, да, те у нас еще не закрыты, мы открываем новые. Да, но у нас все равно, как бы, мы можем использовать большую часть, как бы, своих денег. На большую часть, как бы, заходить и там сильно не бояться, что нас вынесет, и нам надо будет бежать там за новым депозитом, допустим. Поэтому как-то так, это, ну, плюс, скажем так, от этой стратегии, которую можно использовать. Ну, я как бы на 10 частей это уж редко делил. Ну, как бы на 3-4 части, да. Наверное, даже на 4. Это когда просто фьючами торговал. Единственное, мы здесь ограничены тоже... Господи, слово вылетело. У нас опционы есть только на биткоин, эфир и солану. Ну, на байбите. На OKX я не знаю, там может побольше чуть-чуть. На дерибите вроде побольше. Там еще это собака, там как она там, док. Этот XRP есть. Еще что-то, по-моему, есть. Но там санкции, туда нас не берут, поэтому пока будем пробовать этими. Но по затратам я что-то посмотрел, лучше всего биткоином. Потому что он как, хотя бы здесь вот ходит, да, там 105, хотя бы 100, да, эфир он бывает иногда как бы прям жестко может стоять. А может как бы наоборот там хорошие палки давать. Поэтому, ну, здесь как бы кто как хочет, тот так и может торговать.
Так, ну на этом все. Закругляемся. Завтра будет новый обзор, новый день. Единственное, учитывайте, что завтра Америка не торгует. У них там какой-то праздник. И в части Европы, по-моему, тоже праздник какой-то этот же. Но у меня в календаре почему-то сегодня вечером, где-то в 9, насколько я помню, или там в 9:30 по Москве выступает Паул. Почему-то в воскресенье. Не знаю почему. Может, там в календаре что-то напутали, или он решил, так как завтра праздник, выступить сегодня. Короче, хрен его знает. Будем, короче, посмотреть вечером. Может, будет что-то интересное скажет. И будет какая-то волатильность. Так, все. Всем пока. Готовьтесь к новому рабочему дню и неделе.